Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименко. И в этом видео я предлагаю вам познакомиться с уникальными коллекциями, в основном из Америки. Основой этой видео будет коллекция, известная как коллекция ацтеков, то есть уникальных артефактов, на которой фактически запечатлен контакт земной цивилизации с неземной. Так, предлагаем здесь к рассмотрению артефакты, которые были созданы древними жителями Америки и находятся в распоряжении правительства Мексики, которое, по крайней мере, 50, а то и 80 лет ведет их сбор. И они отображают чрезвычайно важные образы нашего прошлого, которое долгое время сдерживалось в секрете. Цель этого видео как раз и показать, что таких коллекций существует не одна, и в самой Америке их множество, и как раз расширить кругозор людей для того, чтобы они понимали, что мы не только не одни во Вселенной, но и на нашей Земле действовали и действует множество других человекоподобных существ, обладающих высокими технологиями, и следы этих технологий остались. Даже на представленных артефактах вы видите, что перед нами существуют и летающие тарелки, и человекоподобные существа, и различные виды этих существ, на людей совсем не похожих. Также присутствуют как бы космонавты в скафандрах. Но люди ли это? Или действительно те существа, про которые гласят многие легенды, что инопланетные цивилизации создавали человекоподобных существ как раз для замены нас, руководителей Земли, для того, чтобы руководить землянами и в итоге использовать все ресурсы нашей Земли. Дело в том, что эти артефакты долгое время собирались, опять же, при раскопках в той же Мексике, потому что, как вы видите, здесь очень мало, мягко говоря, человекоподобного. То есть видны гигантские глаза, то есть те пришельцы, которые многие знают как серые. Вот, то есть в основном артефакты эти показывают именно таких существ. Плюс высокие технологии, опять же, летающие тарелки. Мы видим космографию. То есть впервые эти артефакты были представлены, считается, в 2011 году на конференции в Германии. Ну, что-то я не сильно слышал, что наука вдруг начала их изучать и пересматривать всю историю, потому что, как вы понимаете, эти артефакты переписывают всю историю, все то, что нам пытались рассказать, и они показывают, что контакты с неземными цивилизациями были, высокие технологии раньше были. Я вам покажу, что как бы и деятельность сохраняется в тех же районах, в той же Мексике. В той же Мексике продолжается деятельность высоких технологий, которые нам даже сегодня недоступны. Ну а те артефакты, которые вы наблюдаете, похожи ли они хоть как-то на человека или на человекоподобное существ? Нет. Они как раз похожи на тех легендарных созданий типа серы, которые были созданы для того, чтобы максимально слиться с людьми и стать на них похожими. То есть это вытянутые черепа, но опять же мы видим летающие тарелки и различные технологии подобного типа. Считается, что мексиканцы или ацтеки, опять же, давайте не обращать внимания, что ацтек, а он же Ацтлан, то есть родом с Атлании фактически. То есть составляли народ культуры нуатль, они считаются, которая существовала в районе Мезоамерики с 12 по 15 век. Эти поселенцы называли себя Мексикас или Мексикас. Ну, они жители Теночтлана, то есть этого легендарного города, который был построен на озере, то есть так как строили и венеты. Термин ацтека означает родом из Ацтлана, ну из Атлании они родом. Опять же, Атлантический океан, Атлантида, у меня есть видео по этому поводу, она действительно существовала, это остатки той цивилизации. Считается, что всего за 70 лет они возвели гигантскую империю, которая когда-то существовала в Мезоамерике. Теперь вот, проводя раскопки, ну там и ацтеки, там и культуры майя, и вот именно в районе пирамид находят подобные артефакты, которые, мягко говоря, не вписываются ни в одну картину, которую нам предлагает прошлое. Цивилизация, современная наука, которую я лично называю обезьянной, потому что науке не интересна правда, науке интересно придерживаться своей обезьяньей теории, очень низкой по своему содержанию, о чем я уже делал видео «Инопланетяне на Земле. Доказательства», где, собравшие по всей Земле доказательства, мы увидели совсем не похожих на людей существ, которые имеют вытянутые черепа изначально,
но в процессе гибридизации, постоянного смешивания с человеком, из человекоподобного типа они превратились в похожих на людей. Отдаленно по поведению они все равно остались теми же, мягко говоря, нечеловеческими существами. В легендах они так и называются: нелюдь, нежить, бесы, ну и демоны. А то, что подобные высокие технологии существовали раньше, опять же мы видим на барельефах, где видим этих летающих коней, потому что навершие это конек, где они представлены не только в Мезоамерике, но в Египте, в Новой Зеландии и вообще по всему миру. В той же Мексике они находят множество артефактов, которые очень похожи на летающие тарелки. Их десятки, можно сказать, даже сотни видов и подвидов. Так что там находят опять же изображения этих человекоподобных существ. Ну ничего удивительного здесь нет. Биороботов не жалко, как бы можно новых наклепать. А по всем легендам, это те как раз, которые получились от смешивания обезьян и существ с голубой кровью, прибывших из Андромеды. И поэтому их задача была просто стать человекоподобным. У меня есть об этом видео про голубую кровь, тоже перейдите посмотрите. Все ссылки, как всегда, будут в описании. Как вы понимаете, все эти артефакты наука не признает, да и не изучает, потому что зачем изучать то, что никак не вписывается в эту обезьянью картину мира. Плюс мы видим здесь не только полеты, опять же здесь есть и Сатурн, потому что это кольца Сатурна, есть как бы выход из тарелок на какие-то планеты, то есть тут и космология есть, почему тот же край, он славится очень точным календарем, то есть космические полеты летающих тарелок. Опять же мы видим здесь какие-то телепорты, когда существа или появляются, или втягиваются в эти летающие тарелки и отправляются дальше путешествовать куда им надо. Вот на этих двух артефактах видим, как происходит или погружение в эту тарелку, или наоборот из этой тарелки кто-то появляется. Опять же вон вверху Сатурн с кольцами. То есть множественное изображение нечеловеческих существ, их появление и ухода с Земли, скажем так. Существует сотни уже подобных находок. Можете перейти по ссылкам моим в описании, познакомиться, потому что только то, что видел я, это сотни находок примерно однотипных, которые наука не признает и не изучает, но если мы обратим внимание, то там очень интересные артефакты, которые показывают настоящее прошлое Земли и как оно происходило. Дело в том, что существуют тексты и самих индейцев, так называемых, ацтеков, майя. Эти документы датируются примерно 1300 лет. И в этих рукописях как раз содержится информация о том, что человеческая цивилизация не уникальна, ни одна во Вселенной. И как бы раскрывает тайны появления и человека, и не совсем людей, скажем так, на нашей Земле. То есть таких высоких технологий. Также там на этих артефактах присутствует какая-то особая письменность, уже не индейцев, а каких-то других существ. Она либо похожа на какую-то символьную письменность, либо на руны определенные. Но опять же на этих артефактах мы видим, мягко говоря, не совсем человекоподобные существа, плюс летающие тарелки различных типов. Как вы видите, здесь и телепортация в эту тарелку, как бы и прибытие, покидание, и вот планеты Солнечной системы, вплоть как минимум до Сатурна видны. То есть это говорит о том, что прекрасно путешествовали в космическом пространстве и посещали, по крайней мере, тот регион, не совсем человекоподобные существа. Подобные артефакты находят во множестве, но нашли, широкой публике их не показывают, потому что а зачем? Меньше знаешь, лучше спишь. Я думаю, вы знаете уже основные принципы сокрытия информации темными силами. Первая задача – замолчать. То есть, если что-то найдено, оно не вписывается в картину мира, выстроенную обезьянной наукой, то нужно это замолчать. Если не получается замолчать, нужно осмеять. Нужно найти какого-нибудь Хуана, который скажет, что он за пару песо, там 30 лет там, в своем гараже все это изваял, потом пошел зарыл. Ну, все. Не получилось обсмеять, тогда можно купить. Не получилось купить, тогда останется только уничтожить. Вот и все. Вот эта технология давно известна. Это технология темных, серых личностей, существ, скажем так, которые в духовном развитии называются демоны, бесы, нежить, нелюдь. Они сейчас присутствуют на Земле, добившись человекоподобности.
и опустив человека по своим возможностям на свой уровень, на уровень обезьян. Как бы поэтому никому ничего не понятно, поэтому и наука не собирается это делать, потому что она контролируется и существует для того, чтобы ограничить, и для того, чтобы изучать. Что же было на самом деле? Вы замечали, что после болезни организм восстанавливается все дольше, а прежняя зарядка иммунитета уже не работает? Врожденная защита дает сбой, и ей нужна серьезная поддержка. Здесь на помощь приходит синтезит иммуноактив. Я уже рассказывал, что его основа – это особая молекула железа, которая не просто добавляет его в кровь, а помогает нормализовать саму работу кроветворной системы. Но главное – это результат. Ваши собственные силы мобилизируются, и организм начинает справляться сам. Сейчас сезон повышенных нагрузок – это не просто добавка, а реальный инструмент, чтобы укрепить свой защитный барьер по-настоящему. И сейчас вы можете легко его приобрести. Я настроил скидку на озон, чтобы вы могли заказать синтезит иммуноактив быстро и с гарантией от официального поставщика. Ссылка для заказа уже ждет вас в описании под видео. А по промокоду Виктор30 перед оплатой вы получите 30% скидки на весь ассортимент синтезита. Но промокод действует только до конца декабря. Также обязательно посмотрите раздел «Отзывы на Озон». Там много интересных отзывов. Но нам-то зачем игнорировать сотни подобных находок, когда мы видим настоящее прошлое, телепорты, высокие технологии, летающие тарелки, необычные виды письменности, как бы пирамиды. Мы можем прекрасно это изучить. Перейдите по ссылкам, ознакомьтесь. Я показываю только часть. Там подобных артефактов сотни и сотни и сотни. Я выбрал только самые интересные, такие, которые показывают существование не совсем людей, высоких технологий, тарелок, письменности необычной. Вот здесь мы видим какого-то товарища, который как раз сидит и управляет непонятным устройством. Что-то по типу летающей тарелки. Повторяя, подобных артефактов, изображающих механизмы различные, летающие тарелки, вот опять Сатурн мы видим, то есть путешествия между различными планетами. Их в той же Мексике найдены уже больше сотен, а то уже приближается находок к тысячам. То есть, но никому это не интересно. Но мы видим опять же совсем необычные механизмы. Вот какое-то существо сидит в скафандре, в каком-то механизме, может этот механизм как раз для перемещения именно по Земле. А эти уже механизмы как бы для перемещения по Солнечной системе. Ну и существа на них изображенные как раз подходят для тех легенд, где описываются серые как бы пришельцы, созданные на основе гибрида голубой крови и обезьяне. Для того, чтобы добиться в итоге максимальной человекоподобности. Ну, а здесь как бы мы видим опять же телепортации различные, неземных существ, может даже смеси с человекоподобными существами. Но высокие технологии, не людские создания, которые мы знаем из легенд, эти нечеловеческие создания создавались для того, чтобы добиться максимальной схожести с человеком, так называемая мимикрия. Ну, со временем им удалось этого достичь. Хотя в предыдущих видео я показывал, что на протяжении тысяч лет они этого достигали, по всей Земле пытались внедриться где только можно. Ну и здесь вот слева, например, товарищи с крыльями. У меня тоже есть видео, где я показывал различных существ, которые в наше время фиксируют, которые передвигаются при помощи крыльев, ну и каких-то технологий, которые помогают им образовывать какую-то сферу и перемещаться, быть то видимыми, то невидимыми. И подобные мы видим существа с вытянутыми черепами. Определенные виды телепортации, как в тарелке кто-то появляется, куда-то перемещается. Но все это мы встречали, я повторяю, уже по всему миру. Есть подобные статуэтки в Японии, в Египте, находят подобные черепа по всему миру, и в том же Перу, в той же Мексике их вполне достаточно. Я уже показывал, как определить одно дело, когда кто-то пытается повторить и быть подобным богам, а другое дело, когда это уже получено изначально. Перейдите по ссылкам в описании и посмотрите. То есть изначально человекоподобность у них сразу не получилась, у них были вытянутые черепа. И только после множества скрещиваний они получили максимально человекоподобность. При том, что внутренняя сущность так и осталась
ну, скажем так, животной, змеиной, мягко говоря, нечеловеческой. То есть схожесть внешне с человеком, причем внутренняя структура нечеловеческая. Согласно легендам, множество подобные черепа, я повторяю, находят по всему миру. И более подробно можно посмотреть в предыдущих видео и посмотреть, чем же они отличаются от наших человеческих и от тех, которые вытянуты специально. Эти артефакты, которые там найдены, опять же, в том же регионе, и показывают эти вытянутые черепа, то есть изначальных их прародителей. Гигантские глаза, то, что в легендах называлось серые. То есть как раз гибрид, полученный на смеси голубой крови и обезьян. У меня про это есть видео, как они получили, зачем они разрабатывались и как до нас дошли легенды по этой информации. То есть мы можем наблюдать это воочию теперь в той же Мексике, причем в массовом порядке. В массовом порядке там встречаются ритуальные предметы различного назначения, подобные ножи. Не исключено, что подобными ножами они жертвы какие-то приносили, потому что демонические технологии требуют, конечно, человеческих жертв. Там, где человеческая жертва и кровь, это все, опять же, демонические технологии, опять же, принесение жертвы низким вибрациям. Или Аиду, то есть подземному миру, который существует как раз у нас под землей, который я тоже много раз показывал, потому что все легенды подтверждают, что под землей существует еще одна другая цивилизация, она даже не одна. Здесь опять же мы видим ритуальные предметы, летающие тарелки, и люди, и человекоподобные существа, которые существуют, взаимодействуют вместе, получаются вот какие-то дети с вытянутыми черепами, определенные типы письменности, очень похожие на руны соответствующие. Так что и подобного там сотни, десятки. Как я уже говорил, науке это неинтересно. Если было бы интересно, мы бы давно уже получили настоящие исследования и узнали, когда, кто и зачем создавал все эти системы. Как вы видите, здесь вот целые семьи показываются с вытянутыми черепами. Ну, так что Мексика богата на сюрпризы, там подобных сюрпризов множество, и все они показывают о том, что существуют другие цивилизации, легенды правы, и много информации нам еще неизвестно на данный момент. О подобных культовых предметах, которые применялись в повседневной жизни и прошлыми цивилизациями, их еще находится в Земле масса. Опять же, существа с крылышками, человекоподобные, которые посвящают своих детей каким-то летающим тарелкам. И много существ с крыльями. Мы знаем уже, я делал целое видео про то, что и сегодня появляются существа с крыльями человекоподобной природы, которые снимают в наше время. Ну, эти артефакты просто подтверждают то, что мы знали из легенд, и то, что наука никогда и не признает в принципе. Хотя в том же регионе масса подобных человекоподобных изделий, скажем так, из золота, которые принадлежат как бы к рептилиям или к смеси рептилий и человека. Ну и подобные изделия тоже говорят, что не совсем мы одни во Вселенной. Не то, что во Вселенной, даже на нашей Земле. Подтверждает множественные легенды. То же самое мы видим на летающих щитах Качина, как не совсем человекоподобные существа передвигаются на чем-то над землей, на каких-то специальных механических устройствах. Подобных человекоподобных изделий множество, плюс интересных артефактов, где мы видим нечеловеческие изделия, хотя, например, вот здесь и первый круг 16, и второй, и третий 16. Интересно, что у славян тоже 16 чертогов существует. И это тоже что-то связано с космологией, потому что вот же камень Алатырь в итоге восьмиконечная звезда в центре. То есть интересные артефакты. Плюс хотелось бы напомнить про, опять же, коллекцию золотых изделий, где показаны летающие именно модели типа самолетов. В Германии одну из моделей сделали, она прекрасно летает, так что это не просто фантазия автора, он это или видел, и их десятки, тоже сотни существует, но эти коллекции, как вы понимаете, тоже малоинтересны, потому что они опровергают всю науку. Мы уже находили аэродромы,
и аэропорты, и космопорты прошлых цивилизаций. Все ссылки на материалы, как всегда, будут в описании. Плюс, когда я изучал вопрос про вулканы, как входы в полую землю, то увидел множество наблюдений сегодняшних за вулканами, где показываются входы и выходы НЛО из вулканов без их разрушения. И как раз они были связаны с Мексикой, как и секретные входы в полую землю. То есть не только в демоническим цивилизациям, но и в полую землю. Опять же, письменные легенды индейцев гласят, что входы в подземный мир расположены в районе Пасо-дель-Кортес, неподалеку от священных вулканов. Именно там высокие светловолосые люди выходят из-под земли. То есть это входы не только в демоническую цивилизацию, адскую, пекельную, но и цивилизацию чистилища, цивилизацию полой земли. То есть вот что такое Мексика и вообще Южная Америка, где не так долго-то происходило уничтожение всей информации. Что-то успело и сохраниться, но под землей, конечно. Вот эти съемки как раз, когда НЛО входят и выходят из этих вулканов, опять же, которые расположены в Мексике, опять же, в наши дни, что фактически подтверждает то, что находят и археологические находки. Мы прекрасно видим, когда наблюдаем, видим эти НЛО, которые входят и выходят в вулканы. Опять же, все ссылки будут на материалы в описании. Вы видите, какое гигантское количество этих съемок. Это только то, что удалось зафиксировать. Причем вулканы в Мексике и вообще по всей Америке, по всему миру до сих пор являются порталами, входами, выходами в подземные цивилизации. Ну, эти информацию, конечно, часто подчищают. На одних видео она есть, потом видео корректируется, ее нет. Ну, так происходит со всей информацией, поэтому пока наблюдайте, пока эту коллекцию никто не купил или не уничтожил. Опять же, по легендам, властелин вулкана Шиокутли, бог дня, жары и огня, он является воплощением жизни после смерти, символизирует свет во тьме, пищу во время голода и тепло среди холода. Ацтеки верили, что это божество живет в замке из бирюзы в центре земли, одновременно отец и мать всех богов. Ну, опять же, как раз перед вами эти вулканы, куда входят и выходят НЛО. У подножия этих вулканов находится городок Чолула, там же большая пирамида, которую опять же относят к культуре тольтеков. Она крупнейшая по объему в Мексике. Длина основания 440 метров, высота 77. То есть все вместе. Археологические находки, пирамиды, высокоразвитые культуры, подземные цивилизации, космические цивилизации. Гигантское количество фактов, на которые никто не хочет обращать внимание, а они существуют. Ну, как гласит научная точка зрения, если теория противоречит фактам, то нужно менять теорию, а не факты. Пока пытаются просто замолчать эти факты, которые пришли нам из прошлого, которые мы наблюдаем и в наше время, в массовом порядке. И опять же, Мексика — сосредоточение всего этого нашего информационного потока, скажем так, который опровергает всю науку, подтверждает мифы и легенды. Различные каналы тоже делали много видео, которые показывают, что они входят и выходят эти НЛО и сегодня в жерло вулкана. Особенно это касается Мексики. Не стоит забывать про коллекцию профессора Кабреры, которая состоит из камней, найденных в окрестностях перуанского города Ики, и насчитывает порядка 10-11 тысяч экспонатов. Ну, как я и говорил, подобные коллекции не замечают, замалчивают. А если информация не всплывает, их объявляют фейками, потому что там изображены сцены взаимодействия и динозавров, и людей, и определенные технические устройства, и даже целые континенты, которых сейчас нет. Атлантида, континент Му, так называемый. То есть, как это можно признать, придется переписывать всю науку. Но опять же, в том же регионе эта коллекция не одна. Перед вами некоторые артефакты из коллекции Вальдемара Джульсруда. На данный момент в коллекции 37 тысяч артефактов. Нет ни одного повторяющегося экземпляра. А 2500 из них это статуэтки динозавров. Да-да, тех динозавров, которые вымерли 65 миллионов лет назад. Разнообразие их типов вызывает истинное изумление. Здесь есть известные нам виды. И такие, которые современная наука просто не знает.
Например, крылатые динозавры-драконы. Но мы их уже тоже видели. Мы их видели тоже в коллекции криптидов. Невероятные артефакты, которые хранятся в Лондоне. Ну, конечно, и эта коллекция, так как она не вписывается ни в какие рамки, она объявлена подделкой. Там найден какой-то Вася, который сказал, что это он там 20 лет в подвале все это делал. Насколько это реально, нереально, это просто нужно все изучать. Действительно, для того, чтобы замолчать и обсмеять информацию, создаются и подделки, поэтому нужно принимать все во внимание, более глубоко изучать, но факты остаются. Факты – вещь упрямая, которая подтверждает и легенды, и письменные источники, и артефакты. Ну, помните, повторение мать учения, но информация с первого раза никогда не усваивается. Смотрите видео столько раз, сколько нужно. Все ссылки на использованные материалы в описании под видео, кнопочку «Еще» нажмите, все откроется. Либо смотрите в конечных заставках к видео. Ну, не превращайтесь в четвертую обезьяну нашего времени, которая просто уткнулась в гаджет, ничего не видит и ничего не слышит. Напишите свой комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал, поделитесь видео в социальных сетях, для того, чтобы здравомыслия стало больше, новые исследователи подключились к этому направлению, ну, больше информации на канале и в конечных заставках к видео. Также переходите на мой сайт, ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей, и имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.